Николай спешил, пробираясь по кладбищенским тропинкам между памятниками и металлическими оградками, следуя за кошкой, которая, казалось, вовсе не стремилась, чтобы ее догнали. То ли она просто убегала, то ли вела его куда-то. «Командир, давай по-братски, остановись на пару минут», — попросил Николай у таксиста, одновременно копаясь в кармане куртки. Водитель что-то буркнул под нос, недовольно взглянув на часы. Явно было слышно про счетчик и про потраченное время. «Я добавлю сверху». «Где именно?» Голос уже смягчился. В зеркале появилась легкая улыбка. «Ну а что, если нормальный человек просит? Почему бы не пойти навстречу?» «У этого магазина, пожалуйста». Коля протянул купюру, улыбаясь. Выйдя из машины, он поспешил к входу в супермаркет, пару раз чуть не поскользнувшись на обледенелой плитке. Что за безобразие? Ничем не посыпано. Неужели песка с солью не осталось в городе? Но как только он зашел внутрь, возмущение сменилось облегчением. Внутри было тепло и пахло чем-то сдобным. Но Николай пришел не за булочками. Он направился к холодильнику и достал бутылку негазированной минеральной воды. Зима, конечно, за окном, мороз щиплет, а пить хотелось, как в июльскую жару. Сдерживал себя до последнего, но нервы были на пределе. Впереди непростой разговор с Дашей. Они должны были встретиться и, может быть, все исправить. А может, не хотелось думать о худшем. Любят ведь друг друга. Должны наладить. На пути к кассе Коля заметил пожилую женщину в поношенном пальто, пристально вглядывающуюся в ценники и не в силах их разобрать. «Молодой человек, поможешь?» Он замедлил шаг и понял, что обращаются именно к нему. «Конечно. Что нужно?» «Совсем зрение подвело, а очки не спасают. Скажи, сколько вот эта колбаса стоит?» «Сейчас посмотрим. 300 рублей за упаковку. За одну?» «Да, там грамм 500. А дешевле ничего нет?» Коля стал водить пальцем по ценникам и нашел. Вот, за 210 рублей за кило. Но, честно, не берите ее. Там и мяса-то, считай, нет. «А у меня вариантов немного», — тихо вздохнула женщина. «В кармане всего 500 рублей. Раньше на месяц хватало, теперь и недели не прожить». Колю кольнуло в груди. Он не стал долго размышлять, взял тележку и быстро заполнил ее продуктами. Колбаса, сыр, крупы, сахар, чай — все необходимое. Потом взял бабушку под руку и повел к кассе. Она все поняла. Плакала. Слезы и от стыда, и от благодарности. Не каждый день такие добрые люди встречаются. 2 полных пакета получились. Кассир, покупатели — все с теплотой смотрели на эту сцену. Даже сама бабушка, утирая слезы, улыбалась. Но вот беда — донести пакеты до дома она не могла. Слишком тяжело. Коля об этом сразу не подумал. Выручил-то от души, но только наполовину. И ведь еще Даша в кафе ждет, и такси за углом. Но... Да пусть с ним, с такси. Главное — не оставить бабушку одну. «Спасибо тебе, милый», — сказала она после оплаты. «Да пустяки, от всей души». «Я уж думала, никому не нужна, а ты...» «Надежду вернул, только вижу, ты торопишься. Не задерживайся. Иди, я сама как-нибудь справлюсь. Тут рукой подать». Он действительно торопился. Но оставить ее с этими тяжестями на гололёде... Нет, не мог. «Провожу, а Даше все объясню, она же поймет». Они двинулись в сторону домов. Такси уже уехало, и Коля даже не расстроился. Стало только яснее. Все сделал правильно. Когда подошли к подъезду, навстречу им выскочила кошка. Посмотрела на Колю подозрительно, но быстро признала. Потерлась о ноги бабушки. «Лизонька, голодная моя, прости, что задержалась. Сейчас накормлю тебя от пуза». Вместе поднялись на 4-й этаж. Старушка открыла дверь. «Заходи, не стесняйся. Чувствуй себя как дома».
Первое, что бросилось в глаза — порядок. Все просто, по-домашнему, но до блеска чисто. Тепло и уютно. «А как тебя звать, сынок?» «Николай. Можно просто Коля». «А меня зовут Анастасия Федоровна. Коленька, может, чаю попьешь со мной?» Он, не задумываясь, согласился. Да, в тот день он должен был помириться с Дашей, но все изменилось. Потому что эта бабушка, она была настоящая, простая, душевная, и хотелось подарить ей хоть немного тепла. Так и проговорили до вечера. Анастасия Федоровна рассказала о своей жизни, муже, который бросил детях, что ушли слишком рано, и кошке той самой, ради которой и жила дальше. Коля слушал, пил чай. И просто слушал. Уходя, пообещал навестить ее завтра. И она обрадовалась, пообещала испечь пирог с яблоками. Дома он посмотрел телефон. Куча пропущенных от Даши и сообщения. «Ты свой выбор сделал. Прощай». Он звонил ей, но она сбрасывала. Потом и вовсе отключила телефон. «Не получилось помириться», — подумал он с грустью. Но сожалений не было. Все случилось как надо. С тех пор Коля часто бывал у Анастасии Федоровны. Всегда с гостинцами. Она встречала его радостно, пирогами, улыбками, искренним теплом. Чай, разговоры, смех — так проходили их вечера. Кошка, та самая, наблюдала со своего места. Сначала гуляла сама по себе, но потом стала чаще оставаться дома. Были на то свои причины. Однажды Коля не смог зайти. И тогда бабушка сама ему позвонила с простого телефона, который он ей подарил. «Что-то произошло, Анастасия Федоровна?» — обеспокоенно спросил Коля. «Все спокойно, Коленька. Просто хотела узнать, заглянешь ли сегодня. Боюсь, сегодня не смогу, на работе завал». «Понимаю. Но есть разговор, наедине. Хотя зачем ждать? Просьба у меня. Если вдруг со мной что-то стрясется, не присмотришь ли за Лизочкой? За вашей кошкой? Именно. Если получится, пристрой ее к хорошим людям. Она без меня совсем не справится. Вам плохо? Может, врача вызвать? Нет-нет, милый. Все в порядке. Не беспокойся. Просто хотела попросить, извини, что отвлекла. Да вы что, не извиняйтесь. И не говорите так. Если вдруг ничего с вами не случится, все будет хорошо. Завтра утром приеду. Поговорим, договорились? Договорились, Коленька. Но голос у нее был почему-то грустный. Жду тебя. После звонка в голове у Николая все крутились ее слова. Неспокойно было на душе. Он бы бросил все и приехал, если бы мог. Но перед начальством без причины не отпросишься. А в ту же ночь бабушка пошла к соседке, чтобы измерить давление, и умерла. Мирно. С легкой улыбкой на лице. Она улыбалась, потому что вспоминала Колю. И сожалела лишь о том, что провели вместе так мало времени. А вот Николай потом об этом долго жалел. Когда утром он пришел к ней с пакетом продуктов и букетом, хотел порадовать, дверь открыла соседка. В квартире она уже собирала вещи, книги, посуду, одежду, все по коробкам. Квартиру ведь все равно опечатают, а нуждающимся старичкам вещи пригодятся. Она все объяснила Коле, а он сел на табурет и расплакался. Он ведь родителей никогда не знал, и эта пожилая женщина за короткое время стала ему как мать и как бабушка в одном лице. А еще он корил себя. Не приехал, не помог, не успел. «Не вини себя, сынок. Кто ж знал, что так получится?» — тихо сказала соседка. Организацию похорон Коля взял на себя. Больше было некому. А после похорон на кладбище он увидел Лизу. Кошка стояла в стороне и смотрела с такой печалью. Настоящей, как у человека. Их взгляды встретились, и кошка вдруг метнулась прочь. Николай пошел за ней.
Он не забыл последнюю просьбу Анастасии Федоровны. Просто все это время было не до того. А теперь он был готов забрать Лизу домой. Снаружи было холодно и голодно. Николай торопливо шел за кошкой, пробираясь между оградками и памятниками, а она и не думала останавливаться. То ли не хотела, чтобы мужчина ее догнал, то ли вела куда-то. Вскоре она привела его к маленькой часовенке, закрытой на замок. За ней во дворе стояла коробка. Внутри — тряпка. Кошка запрыгнула туда. Николай подошел ближе и обомлел. Там были 4 новорожденных, еще слепых котят. «Так ты недавно родила. Вот почему животик был таким круглым». Изумился он. К этому он не был готов. Одну кошку бы приютил, а тут целое семейство. Он понятия не имел, как ухаживать за крошечными котятами, что с ними потом делать. Но оставить их здесь значило бы предать память старушки. Он помнил ее просьбу, помнил, как она просила. Уйти не мог. Он аккуратно поднял коробку и понес к ожидающему такси у ворот кладбища. Водитель на этот раз пообещал ждать сколько нужно, а Коля — оплатить столько, сколько скажут. Придя домой, Коля поставил коробку и поспешил к ноутбуку. Нашел сайт волонтеров, набрал номер. Диспетчер перевел на другого сотрудника, и Коля все рассказал сначала. Девушка на том конце выслушала, затем сказала: «Все приюты переполнены. К тому же никто новорожденных не возьмет. И что делать? Я могу приехать, осмотреть малышей, подсказать, что купить. Я ветеринар, разберемся. А как подрастут, попробуем найти им хозяев. Главное, вы не собираетесь. Да вы что?» «Конечно, нет. Я помочь хочу, просто не знаю как. Боюсь навредить. Тогда продиктуйте адрес». Прошло 3 месяца. Котята подросли и нашли заботливых хозяев. Лиза не возражала. Она будто сама радовалась за них, а сама осталась с Колей. И Оля, та самая волонтерка, тоже. Не сразу, но все же это случилось. Теперь они вместе помогали бездомным животным. Искали ветеринаров, покупали лекарства, находили людей, кто был готов взять зверей к себе. Иногда брали на передержку и котят, и щенят. Пока они на работе, за малышами присматривала Лиза. Словом, образовалась настоящая семья. О них даже написали в местной газете. Люди на улицах стали узнавать, благодарить, жать руки. Так изменилась жизнь Николая после встречи с Анастасией Федоровной у холодильника в супермаркете. И знаете, он не жалел ни о чем. Только о том, что времени рядом с ней было слишком мало.